Род Пушкиных был старинный, дворянский. При жизни Александра Сергеевича насчитывал 7 веков дворянства. Пушкины 700 лет верой и правдой служили нашему Отечеству на гражданском и военном поприще. 3 столетия владели Болдинской землей, приумножали ее богатство и заботились о крестьянах. На этом родословном древе в 4-м колене значится Гаврила Алексеевич. Человек исторический. Он служил Александру Невскому. Во время битвы на Чудском озере он одним из первых перебрался на другой берег и тем самым обеспечил победу русских воинов. В 7-м колене за ним значится Григорий по прозвищу Пушка. От него пошла фамилия Пушкиных. Говорят, что Александр Сергеевич был назван в честь Александра Невского, который считался покровителем рода Пушкиных. Чтобы усилить свое влияние и власть государства, Пушкины, получив болдинские земли, которые Иван Грозный раздавал после завоевания монголо-татар для укрепления новых границ России и содержания поместной конницы, вынуждены были обратить местных жителей из язычества в христианство. Для того, чтобы дворяне по приказу Ивана Грозного собирались на войну, они должны были с каждой чети земли, а четь это где-то полгектара, должны были представить вооруженного холопа, самому прибыть конно, ружно, людно, как это значилось в указе, и иметь еще одного обозника, который присматривал бы за вооруженным холопом хозяина и за ним самим. И вот это была основа конницы. В 17 веке Пушкины имели очень большое влияние при дворе. Они были стольниками, окольничьими, воеводами. А это люди, облеченные властью. 10 Пушкиных подписались на правление Бориса Годунова, 6 Пушкиных на правление первого из Романовых. Ну, в общем, это сейчас работники администрации. Районной, областной, столичной администрации. Вот это были дворяне. Евстафий Михайлович Пушкин, он был окольничим. Он сопровождал царя во время выездов и определял места остановок, тогда это называлось засеки, и обеспечивал его безопасность. То есть это охрана президента. Нижегородская Болдина известна как место затворничества Александра Сергеевича, где в 1830, 1833 и 1834 годах Пушкин написал 66 произведений. Скажу тебе за тайну, в Болдино я писал, как давно уже не писал. Так Александр Сергеевич Пушкин сообщил своему другу Плетневу по итогам проведенной в Болдине замечательной осени. 34 стихотворения, 7 повестей, среди которых повести Белкина, 5 сказок, 4 трагедии, 3 поэмы, 3 отдельных главы к роману в стихах Евгений Онегин, 8 полемических статей, историческую монографию «История Пугачева», прозаический отрывок к повести «Египетские ночи». В чем же тайна Болдинской осени? Конечно, каждый открывает ее по-своему. Кто-то говорит, что вокруг бушевала холера и была опасность того, что можно было потерять свою жизнь. Кто-то говорит о том, что он был влюблен и ожидал свадьбы. Кто-то говорит, что это родовое имение, в котором больше 300 лет Пушкины создавали очень красивое и уютное пространство в виде усадьбы. И самое главное – это создание храма. Поэтому тайна Болдинской осени – это благоволение свыше небесных сил, которые здесь были особым образом почитаемы. – 31 августа 1830 года Пушкин выезжает из Москвы. Едет он в Болдино. В дороге Пушкин проведет всего лишь 4 дня. Сделает 527 верст. Ехал Пушкин на перекладных, то есть со своим экипажем, но на почтовых станциях обязательно меняя лошадей. За лошадей необходимо было платить прогонные деньги. Прогон одной лошади стоил от 8 до 10 копеек в зависимости от тракта. Даже если путник старался сэкономить и ехал, используя свой экипаж, ему все равно приходилось платить на станциях за смазку колес. Колеса смазывали, как известно, дегтем, а деготь изготавливали из коры березы. Александр Сергеевич Пушкин мечтал поселиться в Болдине. Наталье Николаевне, своей жене, он писал: «Дай Бог тебя увидеть здоровую, детей целых да живых, да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да зажить барином». В
В 1837 году крепостных крестьян из Болдина переселили на новые принадлежащие Пушкиным земли, на которых ранее были выселки и куда ссылали за провинности. Так образовалась Львовка, названная по просьбе Сергея Львовича Пушкина в честь его отца, Льва Александровича, деда поэта. Позже здесь был разбит парк с тенистыми липовыми и березовыми аллеями. Они сужают пространство и увлекают на долгую прогулку. Перед домом Барским малый сад. Дальше идет средний сад, а потом березовый сад. С 2005 года во Львовской усадьбе размещается музей литературных героев повестей Белкина, в котором есть комната барышни-крестьянки, обставленная мебелью из карельской березы. Болдинское имение выходит за пределы одного Болдина. Сейчас территория музея-заповедника занимает 52 гектара, включая само Болдино 16,4 гектара, Болдинский парк 9,5 гектаров, Лучинник 26 гектаров, Львовку 9,6 гектара. В XIX веке отцу Пушкина принадлежала юго-восточная половина Болдина и село Кистенево, из которого поэту было выделено 200 мужских крепостных душ с семьями накануне женитьбы. Мы с вами находимся в господской бане Пушкиных. Известно, что Пушкин очень любил русскую баню. К ней он пристрастился еще в детские годы. Помним строки из поэмы «Руслан и Людмила». Но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. В заботе нежной и немой круг хана девы молодые теснятся резвой толпой. Над рыцарем иная машет ветвями молодых берез. Русская баня всегда ассоциируется с березовым веником. Он идеален во всех отношениях. Ветви березы очень упругие, гибкие, а листва сохраняют свою эластичность даже после их сушки. Они плотно прилегают к телу, впитывая все шлаки. Вот эти свойства сохраняются лишь в том случае, если веники заготовлены правильно. Идеальный веник, лучший веник для бани получается из веточек, срезанных на троицу. Именно к этому празднику деревца набираются сил, а в листьях накапливается большое количество ценных веществ. Главное условие – листва не должна быть жесткой. Усадебный парк в Болдино был разбит уже после смерти Александра Сергеевича Пушкина. В нем есть 2 березовые аллеи. Усадебные парки в начале XIX века предназначались для того, чтобы человек ощутил себя частичкой природы, влез в окружающую среду. И особую роль в них отводили прогулкам. Поэтому дорожки располагали таким образом, чтобы посетитель мог совершить утреннюю прогулку. Она была самой короткой и проходила по тем местам, где не было темной листвы и темной воды. Утреннее настроение – это очень важно. Впереди был целый день. Из 1500 насаждений усадебного парка Пушкиных 30% занимает бородавчатая береза, 20% липа мелколистная, 16% ива белая. Например, ель напоминала мрачность северных лесов. Должна была вызвать радость, праздничность березы. И должны быть места в парках, где человек мог бы якобы заблудиться и испытать страх. Вот для этого предназначались парки. Дневная прогулка более длительная, а самая продолжительная прогулка вечерняя. Она, как правило, заканчивалась на том месте, откуда виден хорошо закат. И вот эта березовая аллея, она как раз завершается на Бураушкиной горке, откуда очень хорошо виден закат. Такие виды заставляют человека задуматься о будущем. Как правило, у нас человек живет в будущем, настоящее он как-то не замечает, но пролетает мимо.
Береза стоит на первом месте по количеству посвященных ей строк поэтами и писателями. Но нам кажется удивительным тот факт, что до середины XIX века береза почти не упоминается в творчестве. Дело в том, что береза считалась все-таки больше деревом хозяйственного назначения. Ведь из нее изготавливали берестяную утварь, мебель, миски различные. Также использовали, конечно, и на дрова. Мы находимся с вами в вотчинной конторе, так ее называли в XIX веке, но называть могли и по-другому. Крепостная изба, судная, опальная. Здесь велись все барские дела, здесь же наказывали крестьян за различные провинности. И вот в один из приездов Александра Сергеевича Болдина здесь произошел интересный случай. Однажды в опальную контору лесник привел Лисокрада для разбора дела и наказания. Лисокраду грозила порка розгами. В это время в конторе были мужики, а среди них сидел Александр Сергеевич. Увидев барина, Лисокрад еще более испугался. Пушкин спросил, в чем дело, лесник пояснил. В ближайшей роще срубил березу. Мужик со слезами божится, что срубил березу на лучины. Избу освещать нечем, купить березняку не на что. Это самый дешевый вид света. Даже когда появились керосиновые лампы, люди не тратились на керосин, не хотелось личные средства тратить, пользовались лучинкой. И тогда Пушкин повелел наказание отменить. И лишь только сказал: подождите рубить, роща еще молодая, настоящий лучинник, потом вам же на пользу послужит. Роща, которую вы видите, является памятником природы. Она называется лучинник. Название свое она получила с легкой руки самого поэта. Именно здесь, на поляне среди белоствольных берез, ежегодно проходит всероссийский пушкинский праздник поэзии. Это было одно из самых любимых мест его прогулок. Причем чаще всего, как правило, приезжал сюда Пушкин верхом на коне. Вот он сюда приезжал, здесь к дереву привязывал коня и подолгу мог здесь находиться. Лучину укрепляли в специальной подставке. Такая подставка называется светец. Правильно укрепить лучину в светце – это особая наука. Здесь нужна была сноровка. Сделаешь небольшой наклон, лучина может погаснуть. Сильно наклонишь – быстро сгорит. Лучину, как правило, закрепляли в светце под углом небольшим, где-то 15-20 градусов. Лучина горит долго, бывает до 30 минут горит. Их пропитывают еще и салом, чтобы дольше горели. Скорость горения иногда регулировали углом наклона лучины. В избежании пожара на пол обязательно ставили долбленное корыто с водой. По мере сгорания угольки от лучины падали в воду. Чтобы свет не прерывался, на дежурство к светцу сажали кого-то из ребятишек. В их обязанности входило вовремя менять лучины и обязательно следить за тем, чтобы пожара в избе не случилось. Иногда зажигали несколько лучин, чтобы было светлее. Спичек не было, огонь всегда хранился в печке. В печке всегда что-то горело. Как говорится, огонь передавал. Это в старые времена. Когда уж появились спички, тогда уже проблем не было, зажигали спичками. А так раньше берегли огонь. В печке потихоньку всегда горел огонь. Вот так вот при свете лучины долгими зимними вечерами мужики плели лапти и кошели, вели неспешные разговоры, женщины занимались рукоделием, вязали, пряли, ткали. Вспомните пушкинские строки. В избушке распевая дева, придет из зимних вдруг ночей, трещит лучина перед ней. Болдинское имение располагалось всего лишь в нескольких километрах от мордовских земель. Иван Грозный в XVI веке подвинул Мордву вместе с татарами, но некоторые их поселения встречаются в Нижегородской губернии по сей день. Во времена Пушкиных соседним с Болдиным имением была Пикшень, что в переводе с мордовского означает «липа». Издавна жители Пикшени и Большого Болдина жили очень дружно. Они вместе справляли праздники. С утра пекли караваи, пироги, приглашали гостей, плели венки, участвовали в хороводных играх. Пикшень принадлежала помещику Аникееву, а Болдина – помещикам Пушкиным. Помещики тоже очень дружили, также и население дружило. Ветками берез украшались жилища. Считалось, что Господь Бог войдет в дом и благословит всю семью. Со срубленной березой, украшенной, ходили по селу и распевали троицкие песни. Затем девушки, как символ чистоты, шли в березовую рощу, где украшали березу лентами, бусами, платочками. И это продолжалось
до тех пор, пока они не раздружились. У Пушкиных была крестьянка, которая убиралась в отчинной конторе. И когда приезжал Пушкин, она убиралась в комнате у Пушкина. Пушкин очень интересовался жизнью простых людей, жизнью простых крестьян. И частенько захаживал не только в отчинную контору, но и мог зайти в избу простых местных жителей. А вот если, к примеру, поэт отправлялся на прогулку по селу или выходил за пределы села в эту же рощу Лучинник, по пути, если он встречал, будь то баба или мужик, он всегда затевал разговор и старался узнать как можно больше о жизни крестьянской. Его интересовали различные аспекты, будь то фольклор, будь то быт или прочее. Туда же приезжал наш пекшинский конторщик, который работал у Аникеева, но и познакомился с Аксиньей. Но дело пришло к свадьбе, Аксинья согласие дала, а как же, что же скажут наши хозяева? Про Пушкина речи не было, он согласится, а вот что скажет Аникеев? Александр Сергеевич прекрасно владел русской народной разговорной речью, чем чрезвычайно скоро к себе умел людей простых расположить. Вот это был такой секрет успеха – быть своим среди обычных крестьян. Аникеев разрешил ему свататься на Аксинью. И тут же написал письмо Пушкину Александру Сергеевичу, что он взамен дает точно такую же крестьянку и можно сватать. На что Пушкин ответил: «Я не цыган, чтобы меняться людьми, как лошадьми. Если Аксинья хочет выходить замуж, есть у нее желание, то пусть она выходит, я противиться не буду». Получив ответ, помещик Аникеев очень рассердился и сказал: «Пусть я цыган, но я не бабий, не мужицкий сплетник, который Александр Сергеевич ходит по деревням и собирает чужие слухи». Ну а слух такой был. Когда-то помещик Аникеев поменял несколько семей крестьян из Знаменки у помещика Беклемишева на лес. Аникеев очень забоялся острова пера Пушкина. Вдруг он напишет, и другие бояре тоже узнают про этот случай. И все-таки свадьбу он разрешил, не стал запрещать. Но после этого дружба вот эта между Пушкиными и Аникеевым разладилась. И дружба разладилась также и между крестьянами. Александр Пушкин впервые оказался в Болдино перед женитьбой на Наталье Николаевне, чтобы вступить во владение сельцом Кистеневым, которое могло приносить ему денежный доход с крестьян около 4000 рублей в год. Одно из условий женитьбы – предоставить 11 тысяч взаймы тещин на приданное невесте. Для этого в 1830 году Пушкин заложил своих кистеневских крестьян. В 1834 году он бы хотел приобрести вторую часть болдинского имения, ранее принадлежащую его дядюшке. Но дядюшкина часть уходит с торгов, и ее покупает помещик Зыбин. Одна часть Болдина была пушкинской, официально первое общество, а вторая часть официально второе общество называли Зыбинской вотчиной. Вообще этой рощи могло бы и не быть, и сохранилась она благодаря стараниям местных болдинских крестьян из первого болдинского общества. Это были бывшие крепостные Пушкиных, и вот они своими стараниями сумели убедить вот эту комиссию в том, что рощу необходимо сохранять. И вот тогда сделаны были только санитарные вырубки, которые только преобразили эту рощу. И благодаря этим вот крестьянам, которые, собственно, сохранили и усадьбу, и сохранили рощу, имеем возможность любоваться этим лесным массивом, этим памятником. После революции 11 апреля 1918 года на сельском сходе болдинские крестьяне приняли решение: мы имеем полное желание эту усадьбу, на ней дом с флигелем и другими постройками и фруктовым садом, взять на учет своего совета, соблюсти, сохранить под своим надзором и на месте сим желательно увековечить память великого поэта, нашего помещика Александра Сергеевича Пушкина, а также ровно день Великой Русской революции, по обсуждению чего единогласно постановили данную усадьбу, на ней постройки, сад, взять на предохранительный учет. Болдинская усадьба известна также тем, что она одна из немногих была приобретена государством в марте 1911 года по решению Совета министров. После революции была полностью сохранена, не сожжена и не разрушена.
Так случилось благодаря тому, что пушкинские крестьяне очень любили своего барина и понимали его значение для России. Александр Сергеевич Пушкин известен не только тем, что благодаря ему появился русский литературный язык, не только своим умением дружить и беречь дружбу, но и уникальным отношением к болдинским крестьянам. По сути, он был великим коммуникатором XIX века, ценил человеческий капитал выше земли и иного вида собственности. При крепостном праве самое главное богатство – это крепостные души. А вот после отмены крепостного права уже самое главное богатство – это земля.